Есть темы, которые я никогда не предполагал обсуждать на этом канале. И одна из них — это мощи. Но сегодня придется поговорить в том числе и о них. Вообще, традиция поклонения мощам, то есть останкам святых, насчитывает много веков. В христианстве вокруг нее всегда было много споров, дискуссий и даже курьезов. Например, сразу множество католических соборов в Италии, Испании, Франции и Германии настаивают, что именно у них хранится священный препуций. А что такое священный препуций, я уточнять здесь не буду. Можете посмотреть в Википедии. Когда посмотрите, не особо удивляйтесь, религия дело такое. Но то не наш департамент совсем. В России же на днях при непосредственном участии Владимира Путина вскрыли захоронение князя Дмитрия Донского. И сразу же решили отделить от княжеских останков частицы мощей, чтобы отправить их в зону боевых действий, на укрепление боевого духа российских военнослужащих. Обставлено дело так, будто гроб Дмитрия Донского был случайно обнаружен во время реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля. В действительности местонахождение саркофага было хорошо известно специалистам. В 2007-м археологи провели работы, составили план захоронения, но открывать гроб тогда все же не стали. Дирекция музеев Московского Кремля была против. Сейчас же отставной полковник КГБ настолько срочно захотел провести обряд обретения мощей, что даже возвращения патриарха Кирилла не дождался. У главы РПЦ была поездка в Соловецкий монастырь, и Путин обошелся без него. Мобилизация на войну с Украиной князя Дмитрия Донского стала частью широкой пропагандистской программы. Ведь после этого Путин дал интервью Павлу Зарубину, которое мы уже обсудили вчера. А еще выступил с воинственной речью на съезде Единой России. Посмотрим, что же он там наговорил везде. Прежде чем начнем, напомню, в описании мы сделали ссылку на гайд с разными способами, как обходить блокировки интернета в России. Там же есть наш рейтинг VPN-ов. Спонсирует гайд MaxSwap. Сервис выпускает криптовалютные карты, которыми можно расплачиваться за границей. Мы сами их тестировали, и все работает. А если вы подыскиваете себе надежный VPN, обратите внимание на VPN Liberty, он сообщает о затруднениях в работе сервиса, прежде чем вы их заметите. Двадцать третий съезд Единой России проходит за считанные недели до выборов в Госдуму, а потому рассматривать его следует в контексте предстоящего голосования. Все, что произносится на этом съезде, следует оценивать как политическое предложение стране и ее гражданам. Партия, ее формальные и неформальные лидеры рассказывают, каким они видят будущее России, по крайней мере, на ближайшие 5 лет. Политическое предложение Владимира Путина – это война. Именно она стала лейтмотивом его выступления и де-факто является предвыборной речью. Вначале президент коротко поздравил единороссов с Днем государственного флага и сразу же перешел к главному. С нашим флагом бойцы идут в наступление. Поднимают его над освобожденными городами и поселками, взятыми высотами и рубежами. В единстве фронта и тыла всех поколений российского общества, в прочности тех ценностей, которые передали нам предки, заключена наша сила и уверенность в будущем. Мы один народ и будем вместе сражаться за флаг, за нашу Родину, отстаивать ее интересы. Нельзя не заметить общую черту, присущую и Путину, и Лаврову, и Мединскому. У них в речи постоянно фигурируют некие «мы». Мы, дескать, будем сражаться. Мы готовы воевать хоть 20 лет. Кто такие эти «мы», люди в дорогих костюмах не уточняют. Зато слова о том, что бойцы поднимают флаг над освобожденными поселками, ярко проиллюстрировало Министерство обороны. Как раз перед путинским выступлением оно опубликовало кадры из поселка Водянская Донецкой области, где одинокий солдат машет беспилотнику триколором у разрушенного дома. Освобожденный им населенный пункт теперь весь выглядит как на этом кадре. В 2021 году в поселке жили 1400 человек. На 1 июня 26-го там оставалось лишь 20, 1,5% от довоенного населения. Сейчас уже не живет никто. 2 месяца назад, в символичную дату 22 июня, украинские военные опубликовали кадры из Водянского и подписали их такими словами. Враг пришел освобождать людей, живших здесь, и освободил от собственных жилищ и мирной жизни. Не пожалели они и православной церкви,
Свято-Введенского храма, возведенного в поселке в 2009 году. Он осквернен, сожжен и разрушен. По сути, и российские, и украинские военные показали в соцсетях одно и то же. Разница только в глаголе «освобождать». Одни употребляют его в прямом смысле, а другие в кавычках. Но картинка одна и та же, и она хорошо иллюстрирует крылатое выражение «Мамаево нашествие», которое пошло от ордынца Мамая, того самого, с которым бился православный святой Дмитрий Донской. Сейчас очень многое зависит от нашей сплоченности, от мужества российских солдат и офицеров, от каждого, кто добросовестно трудится на своем месте, чтобы внести вклад в победу. Уверен, наши воины не подведут. С ними сейчас вся Россия, трудовые коллективы, фабрики, заводы, сельские труженики. Все, и ученые, и предприниматели, и инженеры, добровольцы и волонтеры, наш народный фронт, все гражданское общество. Хочу всех искренне поблагодарить за такое единство, верность Отечеству, за ратный подвиг и напряженный труд. Вновь повторю то, что сказал на предыдущем этапе съезда. Долг партии, долг Единой России – сделать все для победы. Вместе мы обязательно реализуем все намеченные планы. Будем идти только вперед, служить России. Победа будет за нами. Путин на съезде говорил о войне до победного, но, как всегда, не уточнил, в чем эта самая победа состоит. Однако это была далеко не единственная тема. Глава государства принялся лично агитировать за партию власти. Многим роль Путина как агитатора за Единую Россию может показаться естественной. С 2008 по 2012 он эту партию вообще возглавлял. Так к чему удивляться? Однако отношения Путина с ядром несколько сложнее. Сам он в этой партии никогда не состоял, даже когда был ее председателем. В разные периоды времени, в зависимости от ситуации, Путин мог как делиться с Единой Россией личным рейтингом, так и наоборот дистанцироваться от нее, чтобы ее антирейтинг не перекидывался на самого Путина. Более того, основанный и возглавленный Путиным в 2011 году ОНФ, Общероссийский народный фронт, периодически позиционировал себя как противовес Единой России. В начале десятых была сложная конструкция. Путинское движение от имени Путина критикует главную пропутинскую партию, хотя огромное число функционеров состоят одновременно и в движении, и в партии. Однако в нынешнем электоральном цикле все гораздо проще. Никаких ужимок и борьбы нанайских мальчиков. Владимир Путин самолично ведет Единую Россию на выборы в Госдуму. У Единой России огромный опыт политической работы, политической борьбы, реальных достижений. Все эти годы рассчитывал на Единую Россию. Опираюсь и сейчас на вашу поддержку, за которую вновь хочу сказать спасибо всем нашим товарищам и сторонникам. У Путина, как у беспартийного главы государства, на всяких парламентских выборах есть опция быть как бы над схваткой, пожелать успеха сразу всем партиям и не подсказывать избирателям прямым текстом, каких голосов он от них ждет. Но в этот раз Путин проговаривает все напрямую. В ходе избирательной кампании, конечно же, порой звучат и красивые, броские лозунги, обещания снять все проблемы, причем немедленно, сейчас, в одночасье. Но далеко не всегда за этими словами стоят четкие приоритеты, механизмы решения конкретных задач, управленческий опыт, расчет ресурсов и план дальнейших действий, да и свой кадровый потенциал. У Единой России все это есть. Пустых декларативных обещаний партия никогда не давала. Поэтому и стала ведущей политической силой, которая консолидирует общество, вносит значимый вклад в национальную повестку. На 23-м съезде выстроена прямая логическая последовательность, без сложных политтехнологических приемов. Голосуя за Единую Россию, голосуешь за Путина. Голосуя за Путина, голосуешь за войну. Ну а воевать, конечно, будет не Путин и не Дмитрий Донской. Тот свое отвоевал 650 лет назад. Освобождать поселки и города предлагается самим же голосующим.
Эта логика была проговорена еще раз в тот же вечер, когда Путин решил побеседовать с корреспондентом Павлом Зарубиным. По форме это интервью проходило странно. Мы говорили о нем вчера, но есть кое-что, о чем вчера мы не сказали. Разберемся после небольшой рекламы. История учит нас понимать, почему мир стал таким, какой он есть. Почему появился Международный суд? Зачем создавали ООН? Как вышло, что в демократической новой России укрепилась диктатура? На все эти вопросы историки отвечали не раз. Но проблема в том, что через их труды бывает сложно продраться. Книги по истории редко можно назвать легким чтением. Поэтому мы решили создать собственные учебники, где сложные исторические процессы рассказаны интересно и простым языком. Где есть красивые и, что важно, корректные иллюстрации. Такие, чтобы каждый разворот хотелось рассматривать. Мы сосредоточились сейчас на двух периодах. Во-первых, на истории новой России. Ее события влияют и на нашу жизнь до сих пор. Если вы хотите разобраться, как приходила экономическая реформа, какие были альтернативы, как победа Ельцина в 93-м создала предпосылки для появления путинской автократии и диктатуры, и как эта самая автократия формировалась, тогда покупайте книгу «История новой России». Второй же период, по сути, сформировал все современное мироустройство. И он коснулся почти каждой российской семьи, советской семьи еще. Это Вторая мировая война. Событий там очень много, поэтому мы решили сделать серию книг, чтобы дать полное представление о произошедшем. Сейчас вы можете приобрести первый том из этой серии. Там рассказано о причинах Второй мировой и о том, как она началась. Как повлияли Версальский договор и мировой кризис, что привело Гитлера к власти. Второй том выйдет в этом году, я надеюсь. Его печать мы частично финансируем с продаж первого тиража. Так что, если хотите поддержать наш проект, покупайте книгу. Еще можно пожертвование сделать. Важный момент. Покупать мои книги в России законно. Вы ничего не нарушаете. Качество у обеих книг отличное. Они могут стать хорошим подарком и украсить интерьер. А еще у нас в магазине есть мерч. Можете вместе с книгой купить, например, худи с надписью «До завтра». Моим почерком. Кривоватым. Ну, ладно, нормальным почерком. Ссылка на наш магазин в описании. Продолжаем. Мы говорили о том, что Путин решил побеседовать с корреспондентом Павлом Зарубиным. По форме это интервью проходило странно. Это деталь, о которой вчера мы не сказали. Зарубин задавал вопрос, а Путин читал ответ с суфлера. Причем это не первый такой случай. Так-то телесуфлер – стандартный инструмент любого политика. Но не во время же диалога с журналистом, когда предполагается живой разговор. С другой стороны, тем беседа это и ценнее. Заранее написанные ответы на заведомо известные вопросы исключают возможность случайной оговорки или недопонимания. И в этом заготовленном тексте Путин еще раз намертво связал себя с Единой Россией. Так получилось, что мы с вами встречаемся снова сразу после съезда Единой России. И, конечно, у меня очень много вопросов, но, если позволите, хотел уточнить вот как раз, что называется, по горячим следам. Вы, получается, уже второй раз, всего за месяц с небольшим, приезжаете на съезд Единой России. Логичный вопрос, почему, зачем? Выбор скоро. Первое. Второе. Я же когда-то и создавал эту партию. Так что, естественно, было бы ее поддержать. Но для меня важно и другое. Важно то, что Единая Россия никогда не занималась популизмом. Вот это важно всегда, но сегодня особенно важно. В том же интервью Путин еще раз проговорил. Никакие перемирия его не интересуют. Он твердо намерен воевать. Правда, в этот раз Путин провел некоторую работу над ошибками. Вот послушайте. Киевские власти через посредников, мнение которых мы, безусловно, уважаем, пытаются выйти из сложившейся для них ситуации, которые сами же, хочу подчеркнуть, сами же и спровоцировали. Киевский режим пытается не допустить этой ситуации катастрофического развития. А тенденции такие, судя по всему, просматриваются. Вместе с тем, предложения, которые до нас доводятся, носят подчас, я бы сказал, экзотический характер и являются неприемлемыми. 2 месяца назад Путин также беседовал с Зарубиным. В том же самом кабинете и с телесуфлером. Тогда Путин совершил политический промах. Прямым текстом озвучил, какие ему поступают предложения.
От полной заморозки войны до соглашений об ограничении боевых действий. От всех этих предложений, включая мораторий на дальнобойные удары, Путин тогда публично отказался, чем немало выбесил миллионы россиян, которые из-за этих ударов остаются без бензина и складов маркетплейсов. Но в новой беседе с Зарубиным Путин на те же грабли не наступил. Без лишних уточнений он назвал все предложения экзотическими и неприемлемыми. А в чем конкретно они состоят, не пояснил. Кто знает, может, ему предложили сдать Москву, вот он и отказался. Такой отказ не настолько сильно раздражает читателей новостей. Хотя по факту от таких умолчаний ничего не меняется. Воевать самому, терять близких и знакомых, терпеть тяготы войны предполагается не Путину, а читателям новостей. Именно за это их и призывают голосовать. Задача граждан – проголосовать против. Как именно это сделать, мы еще с вами поговорим скоро. Сейчас важно понимать, на выборы идет политическая сила, чей план – убивать. Молчание она будет воспринимать как знак согласия, отсутствие сопротивления как поддержку. И в завершении. Этим летом Владимир Путин присвоил звание Героя России полковнику Рамилю Фасхутдинову с позывным «Мамай», командиру 5-й мотострелковой бригады. Из всех российских бригад это наиболее одиозная, иногда ее даже называют 5-й мясной. Мы говорили о ней не раз и не два. В этом уникальном соединении обнулять, то есть убивать, умудряются не только солдат, но и командиров, в звании вплоть до майора. Причем одного за другим. Известного добровольца из США Рассела Бентли, который воевал за Новороссию и устроился на работу к Маргарите Симоньян, с особой жестокостью убили военнослужащие все той же 5-й бригады. Отправка в штурм раненых на костылях, грабежи и истязания подчиненных, пыточные подвалы и гигантские потери. Это все про 5-ю мясную. Здесь тот случай, когда и уехавшие журналисты, и авторы Z-каналов рассказывают про одно и то же. Соединение под командованием Мамая, как черная дыра, вытягивает из России тысячи мужчин, которые пропадают навсегда и бесследно. Когда Владимир Путин или Сергей Лавров, возглавляющий список «Единой России», благодушно говорят, дескать, «мы будем воевать», они предполагают, что воевать будете вы, ну или ваши родные. И под командованием именно таких Мамаев с золотыми звездами героев. В этом их основная предвыборная программа и политическое предложение России на ближайшие годы. До завтра.